Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается краткая информация по работе с системой зонд. При входе в систему зонд открывается главное меню. Все его основные операции сдублированы в виде кнопок, отображенных в ниже лежащей строке. Работа начинается с подготовки исходных данных. Это, по сути, начало формирования рабочего проекта по исследуемому участку. Проект может быть создан либо с нуля в разделе «Файл», главное меню, «Создать проект», «Открыть проект», либо на базе одного из ранее созданных проектов, наиболее близкого по методике наблюдений. Но это упрощает процесс, не требуя полной набивки, скажем, параметров измерительной установки, значений разносов, приемных линий и тому подобное. Рассмотрим работу с системой на примере одного из участков полевой съемки, содержащей около 200 зондирований. Входим в исходные данные. Она предлагает два режима: подготовка исходных данных, анализ первичного материала. Подготовка исходных данных содержит три процедуры. Подготовка исходных данных содержит три процедуры: ВЭС, скважины, план участка. Процедура ВЭС служит для подготовки исходных данных по результатам съемки ВЭС. Это название участка, разносы, вид установки, параметры установки, разносы, координаты точек, все, что не получено в результате полевых наблюдений. Эти данные могут либо набиваться вручную, либо непосредственно считываться с измерительной аппаратуры АМС-1, адаптированной к данной программе, и сопровождаются визуальным контролем графиков зондирования. Процедура скважины предназначена для подготовки данных по скважинам, если они имеются на исследуемом участке. Эти данные используются как для повышения однозначности интерпретации, так и при визуализации получаемой физико-геологической модели среды. Подготовка сводится к набивке либо мощностей, вот этой кнопочкой выбираются, либо мощности можно набивать в данной колонке, либо относительно глубины залегания границ. В данном случае эта информация набивается по 5 скважинам, которые также имеют определенные координаты, высотные отметки рельефа местности. Набивка информации о глубинах, о мощностях слоев, скажем, или глубинах залегания сопровождается заданием их геологического содержания, литологического содержания и геологической символики. Причем геологические знаки пользователь может подготовить по своему усмотрению с помощью имеющейся специальной программы формирования библиотеки геологических знаков. Отмечается. При наличии файла данных по скважинам эти данные могут просто считываться в данный раздел. При открытии плана участка мы просто контролируем расположение пикетов, скважин, которые мы набили только что и подготовили в файле исходных данных. Также для контроля пространственного расположения измерительных точек и скважин на дальнем участке. В дополнение к контролю участка имеется специальная процедура для контроля качества первичного материала. Вот выйдем, скажем, из этого раздела, войдем снова в исходные данные. И можем еще проконтролировать эти данные, то есть они включают качество первичного материала и возможные, скажем, какие-то отклонения при набивке исходных данных. Вот. Анализ первичного материала включает анализ перекрытий
перекрытий, в случае, когда наблюдения выполнены с несколькими приемными линиями, и вот на участках, где участки кривых зондирования перекрываются, они тоже несут определенную информацию о характере геоэлектрического разреза изучаемого или о методике выполняемых работ. А также можно анализировать градиенты изменения кривой, ну то есть углов ее подъема и опускания кривых зондирований с визуализацией в виде карт и объемных отображений. Ну, скажем, откроем визуализации в виде карт. Ну вот в данном случае можно выбрать и проконтролировать разрез на разных эффективных глубинах, на разных, вернее, разносах, которые предлагаются у нас от 3 метров до 750, здесь у нас выполнено наблюдение. Эта карта получена построена для первой пары разносов. Значит, мы видим, что общая шкала градаций, она довольно широка, то есть она определяется в целом для всего массива кривых зондирования. И мы видим, что она содержит диапазон довольно широкий, от минус 74 до плюс 73 градусов. Хотя известно, что, скажем, для квазислоистых моделей сред предельные углы, скажем, углы подъема не должны превышать 45 градусов, а углы, значит, опускания кривой, ну не больше, скажем, примерно 63 градусов. То есть в этом массиве у нас имеются где-то точки, которые выходят за данные пределы. Вот посмотрим, скажем, последний разнос. Да, вот видим, здесь вот имеется такая картина, где, значит, наблюденное значение выходит за рамки, подъем за рамки 45 градусов. Здесь имеется какая-то причина, либо геологического, значит, характера, либо методического характера. Это требует дополнительного анализа. После подготовки и проверки исходных данных мы выходим из режима, вот нажав там красную кнопку, и запускаем процедуру обработка. Первичная обработка. В открывшемся окне предлагается выполнить процедуру интерполяция, нормализация. Ну, надо сказать, что при выполнении вот этой процедуры, если мы запускаем, значит, здесь в автоматическом режиме устраняются перекрытия. Если, скажем, съемка выполнена с несколькими приемными линиями, то устранение вот этих так называемых ворот происходит автоматически. Для проведения интерполяции следует выбрать шаг превращения разноса равный 7 точкам на модуль бланка. Это необходимо для количественной интерпретации. Для качественной интерпретации можно использовать любой шаг от 5 до 10 точек на модуль бланка. Вторая процедура, нормализация, она предназначена для снижения влияния приповерхностных неоднородностей. Ее можно подключать в случае резкой изменчивости при поверхностной части разреза. При ее запуске процедура она выполняется очень быстро. И по завершении процедуры обработки возвращаемся в главное меню и входим в режим интерпретации, который предлагает выполнить качественную либо количественную интерпретацию. Процедура качественной интерпретации имеет возможность использования широкого набора средств визуализации наблюденных значений кажущегося сопротивления и его трансформант. Ну, в виде, скажем, разрезов, карт, графиков, объемных отображений. Она не представляет особых трудностей в ее реализации. Скажем, при построении карт достаточно щелкнуть на это отображение. Значит, да, но здесь задан шаг сечения арифметической прогрессии, мы его исправим на геометрическую прогрессию. Затем недостаточно сечений, добавим сечение с помощью автоматической кнопочки, нажимаем и вот получаем картинку уже при числе градаций 23. Ну, можно число градаций здесь менять, подбирать, это уже несложно. Такие карты мы можем построить для разных разносов, но отображающих электрические свойства на разных эффективных глубинах.
скажем, для минимальной глубины оно строится довольно быстро, или, скажем, для самой максимальной глубины, эффективной глубины, тоже получается довольно быстро отображение. Аналогичным образом получаются графические отображения и для разрезов, и для графиков, и для трехмерных отображений. Ну, скажем, вот на примере трехмерного отображения. Здесь можно посмотреть, скажем, как меняется поле более детально. Можем выполнить сечение, значит, ортогональной оси X, Y, Z. Можно выбрать вообще произвольное сечение, ну, скажем, вот, активировав эту кнопочку, выбираем какой-то срез, дважды щелкаем кнопочкой и получаем сечение по данному разрезу. Возвращаемся в исходное меню. Или, скажем, можно построить слайсы с помощью довольно простой процедуры. Скажем, выбираем эту процедуру ортогональной оси X. Ну, вот, скажем, возьмем 3 слайса. Вот, получим вот такие сечения. Но тоже нам позволяет как бы пространственно проследить, как меняются определенные, значит, участки, ну, в данном случае пониженных сопротивлений. Несколько сложнее происходит процедура количественной интерпретации, связанная с фундаментальной проблемой разведочной геофизики, неоднозначностью решения обратных задач, требующей привлечения различного рода дополнительной информации об искомом решении и изучаемой геологической модели среды. С этой целью использованы различные приемы регуляризации. Процедура их применения в системе зонд достаточно автоматизирована. К примеру, количественная интерпретация выполняется на основе согласованной интерпретации всей совокупности кривых зондирования в режиме модель поля, отражая интегральный принцип регуляризации. То есть решение ищется не в интерактивном режиме для каждой отдельно взятой кривой зондирования, а автоматически для всей совокупности ВЭС по исследуемому участку с использованием элементов согласованного их поведения и имеющейся априорной информации. При этом в процессе поиска оптимального варианта искомой модели среды используются элементы статистического моделирования, позволяющие из каждой кривой зондирования, условно говоря, как бы вытрясать широкий набор десятки, сотни эквивалентных решений. К элементам регуляризации относится и используемая в программе процедура оптимального сглаживания границ, реализуемая путем поиска решения в рамках погрешности наблюдений, отвечающего условию гладкости границ, что соответствует интегральной сути метода электрического зондирования. Рассмотрим, как выполняется это в программе. Использование имеющейся априорной информации результатов бурения происходит путем формирования опорных решений, получаемых в результате анализа параметрических зондирований. Эта процедура запускается от, скажем, нажатием этой кнопочки или этого окна. В открывшемся окне мы видим информацию 5 скважин. И, скажем, здесь активирована скважина 122 в радиусе поиска, вблизи этой скважины, 122 скважины, мы видим в радиусе поиска, который задается в автомате, равный 3 шага между пикетами, но находится в данном случае 8 зондирований. Мы можем, чтобы активировать и посмотреть на какое-то из них, скажем, возьмем ближайшее зондирование, активируем его, вот появляется колонка, геологическая колонка, значит, вблизи этой скважины, и одно из формальных решений. Мы видим, что это формальное решение далеко от истинного. Это как раз и говорит о том, что здесь довольно сложные геоэлектрические условия, значит, зондирование, отдельные геоэлектрические горизонты не очень уверенно отображаются, но и одно из формальных решений. Нам
которые могут приводить при формальной интерпретации, понятно, что к очень далеким от истины результатам. Поэтому мы получим опорное решение, подкорректировав таким образом, чтобы в рамках эквивалентности выбрать решение, наиболее согласующееся с данными бурения. Для этого активируем кнопочку из этого набора. Здесь это вот просто редакция, это добавление слоев, это, скажем, удаление слоев. Но мы активировали пока редакцию на данный момент. Подготовим опорное решение в первом приближении. Ну, это занимает не очень много времени, но требует сосредоточенного отношения. То есть мы должны добиться, у нас есть ориентиры, у нас, скажем, здесь залегают соли, не залегают примерно на глубине, вот наше значение, значит, примерно соответствует. Так, значит, посмотрим. Выше залегает соляно-мергельная толща относительно пониженного сопротивления. Вот у нас она отобразилась, только здесь, значит, значение сопротивления, что-то так. Ну, скажем, в первом приближении остановимся на этом варианте опорного решения. Хотя здесь можно было бы еще поработать, и можно более точно эту модель подкорректировать. Но мы пока саму технологию посмотрим. Хотя вот чуть-чуть. Ну, скажем, вот в таком варианте можем оставить решение. Расхождение теоретической и расчетной кривых составляет, мы как видим, составляет 2,6%. Вот. Сохраняем это опорное решение, нажав на эту кнопочку. Выходим из данного режима. Можно было просмотреть, конечно, все эти варианты и выбрать, скажем, может быть, еще найти более лучший вариант. Но мы пока остановились на одном из вариантов, на одной из параметрических кривых зондирования, которая наиболее близко расположена к скважине. Но самое близкое расстояние 200 метров. Конечно, здесь есть определенное расхождение. И вот, выбрав одно опорное зондирование, запускаем интерпретацию всех кривых зондирования по данному исследуемому участку. А здесь этих кривых зондирования общее число составляет около 200 зондирований. Начинается процесс обработки. Вот он длится сравнительно недолго. Вот здесь предлагалось два варианта. Первый вариант — это экспресс-стабилизация, и второй вариант — это более строгая стабилизация решений, интерпретация. Первый — это несколько упрощенный вариант.
Он выполняется достаточно быстро, не более 1 минуты, но в данном случае около 20 секунд. Хотя анализируется при этом до нескольких десятков или сотен вариантов эквивалентных решений для каждой кривой зондирования. Второй вариант, если мы запустили бы второй вариант, он требует большего времени, примерно в 3-5 раз большего, чем в первом случае, так как перебирается значительно большее число возможных вариантов решений в рамках погрешностей полевых наблюдений. По завершении процесса стабилизации, то есть уже вот обработалось 200 кривых зондирований, мы можем проконтролировать, мы можем взглянуть на карту расхождения расчетного и наблюденного полей. Вот скажем на карту. Да, вот мы видим, что для основной части территории расхождение расчетного и наблюденного полей находится где-то примерно в пределах погрешности полевых наблюдений, до 5%. И вот на одном из участочков, как раз, который мы зафиксировали при обработке исходных данных при контроле, мы видим, что здесь поля расходятся, потому что аппарат, который используется, значит, здесь, то есть на данном участке, геометрические условия выходят за рамки квазигоризонтальной слоистой модели среды. Можно просмотреть, естественно, полученные геоэлектрические разрезы. Нажав вторую кнопочку, вот мы получили геоэлектрический разрез. При просмотре геоэлектрических разрезов желательно выполнить процедуру сглаживания границ в рамках погрешности наблюдений. Как отмечалось выше, эта процедура является одним из элементов регуляризации, дополняющих процесс стабилизации решений. Для ее выполнения следует просто щелкнуть вот на эту кнопочку. Значит, в данном случае предлагается либо сглаживание по всей площади, либо по текущему профилю. Возьмем пока текущий профиль. Активировались 2 кнопочки. Кнопочка со знаком плюс. Нажимаем на эту кнопочку, мы начинаем выполнять процесс сглаживания границ. Вот в правой части в табличке мы видим расхождение, скажем, среднее расхождение по участку между расчетным полем и наблюденным полем. Мы видим, что расхождение все находится в пределах 4%, меньше 4%. И мы в этих рамках пытаемся сгладить границы и проконтролировать их по... У нас пока использована только одна опорная точка, а остальные скважины пока еще не задействованы были. Они могут служить пока для контроля. И мы видим, что, скажем, вот на 217, то вблизи 217 скважины пока имеется довольно-таки большое расхождение. Это результат, в общем-то, широких пределов эквивалентности для данного участка и требует вовлечения все-таки дополнительной информации. Остановимся пока вот на этом варианте. Выйдем из этого решения, сохраним данные, войдем снова в анализ параметрического материала, полиметрических зондирований, и можем вовлечь сюда следующую очередную скважину, на которой мы увидели расхождение. Вот 217-ю. Щелкнув на нее дважды, получаем точки зондирования вблизи 217 скважине в радиусе поиска вот 600 как раз метров. Вот отобрались эти точки. Возьмем ближайшую точку к этой скважине и можем подкорректировать наше решение, которое мы видим, что да, действительно здесь кривая очень достаточно сложная, слабо очень выражены кривые зондирования, пределы эквивалентности очень большие, и поэтому требуется, конечно же, редакция этой модели. Вовлечение дополнительной информации, в данном случае вот очередной скважины. Снова активируем кнопочку редакции и попытаемся во-первых, попытаемся, чтобы наше согласование поля с данными было достаточно так. Терригенно-карбонатная толща требует немножко увеличения мощности
Ну и так далее. В общем-то, в основном можно остановиться, скажем, на этом варианте. Ну, немножко еще соль, может, чуть-чуть можно подкорректировать, уменьшив мощность, глубину залегания, чуть-чуть в рамках, пределах эквивалентности. Вот. Ну, на этом можно остановиться и зафиксировать вторую опорную точку. Вот. Можно таким образом было, кстати, изначально выбрать опорные точки по всем скважинам и один раз запустить стабилизацию. Программа просмотрит все варианты решения, выберет наиболее приемлемые из них, отвечающих данным бурения и наименьшему расхождению расчетных и наблюденных графиков зондирования. Но при этом мы просто в меньшей степени будем чувствовать степень неоднозначности получаемых результатов по исследуемому участку вот в данных геоэлектрических условиях по сравнению, скажем, с тем вариантом, который мы сейчас рассматриваем. Вот, снова запускаем стабилизацию, уже используя две опорных точки. Вот повторная идет интерпретация всех 200 кривых зондирования по данному участку. Вот. Ну, для контроля мы видим, что погрешность в районе 122 скважины меньше 4%, и 217 тоже меньше 4%. Можем закрыть для контроля. Можно снова взглянуть на карту. Так, карта расхождений, она мало изменилась. Значит, и на графике зондирования. Немножко подтянулись границы, но мы можем сейчас немножко сгладить, повторить снова процедуру сглаживания. Активировались кнопочки. Если мы далеко уходим, можно вернуться назад, уже нажав на кнопочку с отрицательным знаком. Отдельное зондирование можно всегда подредактировать, используя уже, скажем, интерактивный ручной режим. Скажем, 72-ю скважину, если взять, мы видим, что здесь опорный горизонт несколько выходит из рамок гладкости границ. Мы можем его немножко подкорректировать, чуть проверить, можно ли это сделать. Да, то есть имеется режим ручной редакции границ. Вот. Но мы на этом дальше останавливаться не будем. Ограничимся пока двумя опорными точками зондирования. Можно было привлечь все непосредственно точки зондирования. Конечно, будет результат более приближаться к истинному решению. Вот маленький один еще момент по поводу требования, когда мы готовим опорные точки зондирования, если вы обратили внимание, мы задаем одинаковое число слоев. Вот это требование о равном числе слоев в опорных точках зондирования, с чем это связано? Это связано с тем, что обратная задача в общем случае некорректна как относительно определения числа обобщенных слоев, так и их параметров. То есть по одной и той же кривой зондирования можно подобрать разные варианты эквивалентных решений с разным числом слоев, отвечающих разной детальности расчленения геоэлектрического разреза. Вот в силу этой двойственной недоопределенности одновременное определение и числа слоев, и их параметров весьма неоднозначно. И, естественно, возникает проблема с отождествлением слоев, выделенных по разным точкам зондирования, приводящая к неопределенности прослеживания геоэлектрических границ. Поэтому вот при интерпретации с помощью данной системы использован двухэтапный процесс, реализующий процесс последовательного уточнения формируемой модели среды. На первом этапе, этап стабилизации, который мы только что рассмотрели, на основе совокупного анализа параметрических зондирований, расположенных вблизи скважин, определяется максимально возможное число слоев, находящих отображение на большинстве параметрических ВЭС в рамках информативности метода. И на их основе в автоматическом режиме строится обобщенная модель, наиболее отвечающая геологическому разрезу и наблюденным кривым зондированием.
А вот на втором этапе, по завершению процесса стабилизации, в режиме рабочая модель, это вот как раз режим отображает, режим рабочей модели, имеется возможность дополнительной редакции этой модели, в том числе и правки числа слоев можно делать. Для этого, как уже мы показали, чтобы проверить или проконтролировать, или там, достаточно щелкнуть на один из пикетов, то, что мы уже проделали, и можно в этом режиме подкорректировать, скажем, даже добавив слой, убавив слой. Вот. Но очень важной такой или простой дополнительной процедурой, которая позволяет редактировать модель, является процесс формирования модели с помощью процедуры графической редакции получаемых геометрических разрезов. Вот мы сохраняем это решение, выходим из стабилизации, пока выполнив интерпретацию с двумя опорными решениями, сохранили решение. И вот с помощью кнопочки выходим в режим редакции этой модели. Вот эта модель. Мы можем эту модель наполнить геологическим содержанием, можем выделить какие-то зоны, скажем, отображаемые примерно одинаковыми значениями сопротивлений, скажем, в данном случае пестроцветная толща вот таким образом отображается, она видно, что имеет ограниченное простирание по латерали. Можем для заполнения геологической символикой довольно просто, вот с помощью этой кнопочки мы активируем, процедуру. Вот, скажем, предлагаю с 3 кнопочки заполнить новую область, скажем, новую произвольную область, либо какое-то ограничение по пикетам задать. Ну, скажем, возьмем пока заполнение конкретной области. Вот у нас подстилающий опорный горизонт относится к покровной каменной соли. Щелкая ее, мы заполняем его символикой, соответствующей покровной каменной соли. Выше лежащий слой – это у нас соляно-мергельная толща. Щелкая на эту процедуру, мы заполняем ее, соответственно, символикой для соляно-мергельной толщи. Это терригенно-карбонатные отложения идут. Терригенно-карбонатная толща. Терригенно-карбонатное отложение. Так, вот терригенно-карбонатное отложение тоже можно заполнить, ну и так далее. С помощью процедур можно оконтуривать какие-то определенные зоны и оконтуривая эти зоны или предполагаемые какие-то искомые объекты, можем уже отождествлять некоторые из них, скажем, с возможным замещением пород, выклиниванием и тому подобное. Вот, по-моему, помимо таких геометрических разрезов, выходя из этой процедуры, сохраняем решение. По результатам количественной интерпретации можно строить карты электрических сопротивлений, вот этой кнопочкой, если нажать на нее. Причем карты, оно предлагает строить различные виды карты, и структурные, скажем, суммарной продольной проводимости, среднего продольного сопротивления, вот остаточных аномалий, то, что карта здесь отобразилась, у нас активированная была, она характеризует расхождение расчетного и наблюденного полей. Карта удельного электрического сопротивления, ну, скажем, если удельное электрическое сопротивление мы хотим построить, оно нам предлагает вариант либо для слоя какого-то построить, либо до какой-то глубины, либо до абсолютной отметки. То есть можно получить характеристики для любого заданного интервала глубин. Ну, возьмем, скажем, пока для слоя. 4-го слоя. Выбираем решение, запускаем процедуру построения карты. Да, здесь снова задано сечение, арифметическая прогрессия, надо установить геометрическая прогрессия, вновь установить сечение изолиний. Получаем карту электрических сопротивлений для 4-го слоя изменения характеристик. Рассмотренный выше пример интерпретации данных ВЭС, он относится или отображает случай, относящийся к достаточно непростым геоэлектрическим условиям.
Слабая выраженность проявления слоев нижней части разреза, сопровождаемая большими пределами эквивалентности, показывает необходимость привлечения и использования дополнительной информации. Но даже в таких непростых условиях, при исследовании участка с достаточно большим числом точек зондирования, в данном случае около 200 зондирований, полученных при максимальном полуразносе 750 метров, процесс интерпретации с помощью системы зонд, как мы видим, занимает сравнительно немного времени и дает возможность оценки достоверности получаемых результатов. Кстати, на каждом из этапов имеется возможность использовать различные дополнительные процедуры, скажем, сохранять полученные графические отображения для их использования, для формирования отчета, настраивать масштабы, шрифты и так далее. То есть весь этот сервис, он достаточно отлажен, и он заложен и на каждом из этапов этой интерпретации. Более детально ознакомиться с работой каждого из блоков системы, скажем, выбор масштаба изображений, цветовые градации, редакции шрифтов, о чем я говорил, создание графических приложений к отчету и другое, можно с помощью прилагаемой к данной программе инструкции для пользователя. Базовые теоретические основы, использованные в данной системе, рассмотрены в двух монографиях, которые позволяют осмысленно подходить, скажем, к тем приемам интерпретации, которые использованы в рассмотренной выше системе. Благодарю за внимание.